Всем привет, меня зовут Павел Банников. Сегодня мы поговорим о том, что происходило и происходит с русской поэзией Казахстана в последние 30 лет. Говорить я в первую очередь, наверное, буду о том, что происходило с 2000 года, поскольку сам являюсь и свидетелем, и участником многих событий и процессов. Но и о 90-х мы немножко поговорим. Немножко почему? Потому что в отличие от последних 20 лет, которые достаточно неплохо задокументированы и в изданиях, и благодаря интернету, интернет-архивам, в 90-х все это было гораздо сложнее, и период был совершенно иной. Но с них, я думаю, мы и начнем. Да? Почему мы говорим о современной русской поэзии в Казахстане именно в этот период? Да? То есть нужно понимать, что 91 год, да, окончание действия СССР, и, собственно говоря, и Союза писателей, Союзов писателей как действительно важных институций, в первую очередь пропагандистских. Но связано тут еще дело с тем, что в конце 80-х, начале 90-х на вот это пространство бывшего СССР, тогда еще СССР, потом бывшего СССР, попадает огромное количество литературы, которое раньше там было невозможно попросту, да. И это не только современная там моменту зарубежная литература и переводы всего того, что было написано за годы Советского Союза в других странах, но это та литература, которая была запрещена в СССР, ходила в списках, ходила в каких-то перепечатках, то есть то, что называлось второй культурой, да, и называется исследователями второй культурой. Я думаю, что для некоторых наших зрителей стоит пояснить вообще, о чем мы говорим. Да? Как бы, когда создается Союз писателей в 30-х годах, по сути, заниматься писательством просто так не состоя в институции, становится невозможно или даже опасно. Да? Как бы ты проходишь, должен пройти через цензуру, получить членский билет, тогда тебя будут издавать, тогда ты будешь писать, будешь получать какие-то совершенно невероятные гонорары. Нужно понимать, что гонорары у членов Союза писателей, они были, ну, например, такими. Ты получаешь премию и можешь себе купить квартиру в столице республики, в которой ты живешь. Там, на премию поменьше ты можешь позволить себе купить автомобиль «Победа». Да? И параллельно вот этому всему официозному существует неподцензурная литература, неподцензурная культура. Это не только поэзия, да? Это и музыка, хотя музыкантам было чуть-чуть проще пробиваться, да? Это и искусство, и театр, и все, что связано с творческой деятельностью. Да? И очень многие поэты в этот период с начала 30-х годов, если не ошибаюсь, Союз писателей был создан в 1934-м, находятся, по сути дела, в подполье. И эта литература, она недоступна не то что широкой аудитории, она недоступна даже аудитории не широкой, она недоступна даже исследователям, она недоступна тем, кто хотел бы узнать, а что же происходит вообще сейчас, вот что происходит сейчас в культуре. Кроме того, что было одобрено Союзом писателей и как бы прошло цензурирование, вот только к этому можно было получить широкий доступ. Понятно, что и туда пробивались действительно талантливые произведения и люди, но до конца 80-х широкий читатель с неподцензурной литературой ознакомиться не мог. И вот конец 80-х, начало 90-х, вся эта литература оказывается доступна. Ее начинают переиздавать, выходят журналы, такие как «Наше наследие», был очень интересным в 90-х годах. Появляются новые литературные журналы, старые литературные журналы, которые раньше были вынуждены как-то обходить цензуру для того, чтобы опубликовать поэтов, не состоящих в Союзе писателей, начинают массово публиковать те вещи, которые было запрещено. И, кстати, для Казахстана, да, это тоже очень важный факт. Если мы помним, да, «Доктор Живаго» был опубликован, например, в том числе в казахстанском «Просторе». И «Простор» на тот момент был достаточно прогрессивным журналом. К сожалению,
ну, что с ним произошло, то произошло. Не знаю, возможно, простор ждет какое-то новое возрождение. Я все-таки вижу к этому потенциал, но не будем отвлекаться. Вернемся к нашим 90-м. Соответственно, вот эта волна новой, точнее, заново открытой литературы и заново открытой поэзии совершенно меняет то, как люди, которые входят в литературу, начинают относиться к поэзии. То есть если человек, который входил в литературу, условно говоря, там, в 70-х годах в Казахстане, у него, скорее всего, не было особого доступа ни к стихотворениям непоцензурным Бориса Слуцкого, ни к стихотворениям некоторым и текстам там Даниила Хармса, да, там, Введенского. Не было доступа, да, господи, к доброй половине поэтов Серебряного века. Просто не было свободного доступа. Нужно было искать их в списках, нужно было искать их в перепечатках, да, и охотиться за какими-то изданиями. Тут получается наоборот. Вся эта информация, вся эта литература обрушивается буквально на тебя. И ты понимаешь, что та картина, в которой ты рос, в которой ты начинал какую-то деятельность, да, на ниве поэзии, она совершенно другая оказалась. То есть 70 лет практически, да, параллельно официальной литературе существовала другая, гораздо более живая и настоящая, которая сейчас, собственно говоря, и рассматривается в первую очередь, когда мы говорим о русской поэзии 20 века. То есть в первую очередь все-таки рассматривается именно не подцензурная литература, а не та литература, которая выходила из-под перьев иногда не очень острых членов Союза писателей, да, о чем многие литературоведы стебались и спорили. Да, это отдельный вопрос к тому, как это происходит. Что происходит в Казахстане в этот момент? На самом деле большая часть, наверное, покрыта мраком. И мы, даже если попытаемся назвать какие-то значимые имена, да, скорее всего, мы упустим десятки и десятки. Я поэтому сосредоточусь в первую очередь на значимых проектах, которые в какой-то мере сформировали то, что мы имеем сейчас, подготовили почву к 2000-м годам. Это, в первую очередь, конечно, проект Ольги Марковой, журнал «Аполлинарий», который запустился, если я не ошибаюсь, в 1995 году. Тогда это была просто такая газета сложенная, да, в несколько раз. Интересно, можно ли найти сейчас этот выпуск, это абсолютный раритет. Да? И журнал «Книголюб» Лили Калаус. И вот вокруг этих, в первую очередь, журналов, на мой взгляд, собиралась самая интересная тусовка, собиралась самые интересные сообщества поэтов, прозаиков, литераторов вообще. Очень условно эти два круга, круг журнала «Аполлинарий» и круг журнала «Книголюб», можно было бы обозначить как, опять же, повторюсь, это условно, очень условно авангардный круг журнала «Аполлинарий» и условно консервативный, традиционный круг журнала «Книголюб». Почему условно? Потому что авторы и вообще поэзия – это гораздо сложнее, чем просто авангард и просто традиция. Да? Один и тот же человек может работать вполне себе как с экспериментальными формами, так вполне себе с устоявшимися, внося в них новое содержание. Поэтому все это очень условно. Да? Нужно понимать, что оно скорее важно было не для литературы как таковой, а для литературной среды. Потому что, как вы помните, в старом анекдоте про британского лорда, который оказался на необитаемом острове, он построил себе два клуба. Да, когда его нашли, он говорит, вот это клуб, в который я хожу, вот это клуб, в который я не хожу. Вот то же самое примерно происходит в литературной среде любой страны, наверное, и наиболее ярко это видно в постсоветском пространстве. Да, вот есть клуб, куда я хожу, есть клуб, куда я не хожу. Есть журнал, в котором я печатаюсь, есть журнал, в котором я не печатаюсь. Потому-то, потому-то. Поэтому разделение на авангард и традицию, да, оно очень и очень условно. Это нужно понимать. И вот вокруг этих журналов формируются круги авторов, и к концу 90-х годов, в 99-м году при журнале «Аполлинарий» открывается
мастер-класс литературный, первый, по сути, первые профессиональные литературные курсы в Казахстане и долгое время единственные. И, наверное, вот с выпускниками первых 3-4 мастер-классов при фонде Мусагет, где выпускался журнал Аполлинарий, и связана вообще, да, литературная ситуация начала 2000-х в Казахстане, в первую очередь в Алматы, да, потому что нужно понимать, что такой заметной литературной жизни и такого заметного числа поэтов и прозаиков, которые, сколько их было в Алматы в тот период, не было ни в одном другом городе Казахстана. Ассоциация кустанайских дадаистов и футуристов не в счет. Это, конечно, забавная история, да, как бы, но к литературе имеющая отношение весьма и весьма опосредованное. Вот литературная жизнь, она вся концентрировалась долгое время именно вокруг Алматы. Да, и один из достаточно известных критиков, Евгений Абдуллаев, называет эту ситуацию алматинской аномалией в одной из своих статей. Ну что, возможно, да, возможно, алматинская аномалия такая. И с кем связано, да, начало 2000-х для меня в первую очередь, да, и если мы говорим о той литературе, которая условно, опять же, условно авангардно. Это, конечно, Марат Исенов, это, конечно, Илья Одегов, Михаил Земсков, Анна Рогожникова, Айгерим Тажи, кого еще можно назвать? Тигран Туньянс, который, к сожалению, как я понимаю, прекратил писать стихи, да, вот те, кого я назвал до этого, это все авторы, которые не прекращали писать, которые продолжают писать и стихи, и прозу, и пьесы, и участвуют в литературном процессе, их издают, их произведения ставят на сцене, снимают по ним фильмы, их стихи публикуются в журналах, на литературных сайтах, причем не на таких литературных сайтах, как Стихи.ру, где такая тотальная поэтическая помойка, да, а на сайтах с редакцией, где есть редакционный отбор и некоторый, ну, условно говоря, контроль качества. Да. И вот с этой вот волной, наверное, связаны все нулевые. Параллельно общение и взаимодействие между авторами и авторами в разных жанрах происходит благодаря работавшему тогда Центру современного искусства, который возглавляла Валерия Ибраева. И, собственно, там и происходили пересечения между поэтами, художниками, музыкантами, рождались новые проекты. И вообще стоит заметить, что в начале 2000-х, наверное, общение между представителями разных видов искусства, между музыкантами, поэтами, художниками, оно было гораздо более интенсивным, чем в последующие, там, условно говоря, 10 лет, там, с 2004 по 2015. Как я могу судить сейчас, все-таки сейчас идет обратный, приятный для меня лично процесс, потому что для меня взаимодействие между музыкой и поэзией очень важно, и между поэзией и искусством. И идет обратный процесс, поэты снова интересуются музыкой, музыканты снова интересуются поэзией. Это не массовый, конечно, эффект, и вряд ли он может быть массовым, но то, что этот процесс происходит, то, что возникают проекты на стыке разных видов искусства, на стыке поэзии и живописи, на стыке поэзии современного искусства, на стыке поэзии и музыки, это все-таки обнадеживающий процесс, значит, что жизнь, она есть, и жизнь это очень и очень интересная. В середине нулевых на сцену выходит, условно говоря, поколение 30-летних, к которому я отношу, наверное, себя, да, в том числе. Мне сейчас 30, сколько мне сейчас лет? Мне сейчас 37 лет на данный момент, когда мы пишем этот небольшой ролик. И, наверное, я бы включил вот в это поколение тех, кому сейчас от, наверное,
от 33 до 45, да, и в их числе я бы назвал в первую очередь Юру Серебрянского, себя понятно, Владимира Воронцова, Ивана Бекетова, Марию Вельковийскую, Руджинербекову, Зою Фалькову, Ольгу Передера, Ксению Рогожникову и еще ряд имен, так или иначе, заметных в тот период. Наверное, сюда же можно отнести и Айгерим Тажи, потому что она чуть помладше, чем, например, Марат Исенов или Михаил Земсков. Да? Наиболее активный период публикаций, и это уже период, когда русская поэзия Казахстана, она не просто где-то внутри, да, а она выходит за пределы, да, она начинает публиковаться и в литературных журналах в России, что-то иногда даже переводится на другие языки, выходят книжки, поэты казахстанские регулярно участвуют в премии, то есть в премиальном процессе, который, опять же, понятно, что раз мы говорим о русской поэзии, он связан в первую очередь с Россией, да, и это и шорт-листы, и лауреатство, и в премиях «Дебют», и в конкурсе «Ступени», и премия «Литература Рентген», в которую я в свое время вошел в шорт-лист, а потом, так как вышел из возраста, который позволял дальше номинироваться на эту премию, стал одним из членов премиальной коллегии. То есть я номинировал поэтов казахстанских в возрасте до 25 лет на эту премию на протяжении 3 или 4 лет, пока премия, к сожалению, не прекратила свое существование. Прекратила она свое существование, кстати, отнюдь не по литературным причинам, но это совершенно другая история о Маугли. Очень жаль, что аналога этой премии, вот такого, сейчас я не вижу, хотя это был неплохой способ молодым авторам заявить о себе. Хотя, может быть, стоит тут сказать и о том, что не хватает скорее премии для авторов не молодых, потому что регулярное где-то ограничение то до 25, то до 35 лет, как мы понимаем, тот же прозаик, например, вряд ли к 35 годам достаточно сформировался, чтобы о чем-то серьезном говорить. Это сейчас допущение я делаю, конечно, но есть такое наблюдение, что все-таки поэты и вообще литераторы за последние лет, наверное, 40 очень сильно повзрослели. То есть возраст, в котором человек вступает на какую-то литературную тропу, он сильно поднялся, да, а уж за последние 150 лет так вообще. То есть первые публикации у поэтов там, 19 века или начала 20-го, это часто публикации в возрасте там, 16-17 лет, и к 20 годам внутри литературного сообщества обычно человек талантливый достаточно уже известен. В случае с последними 30 годами это совершенно не так. Во-первых, информационное пространство устроено так, что человек может не попадать очень долго в поле внимания критики и читателя. Оно слишком дисперсно, оно слишком разрозненное информационное пространство. А во-вторых, все-таки мы живем в гораздо более вегетарианские времена, нужно понимать, и детство стало длиннее, и столкновение с миром, со всей его сложностью, оно происходит сейчас позже, наверное. Это мое предположение, да, но мы видим, что мое предположение подтверждается и рядом исследований. Не зря мы имеем в лексиконе такое слово, как кидалты, да, дети взрослые, которые ведут себя как дети и сохраняют какие-то детские привычки до очень, может быть, даже до глубоких седин. Почему бы нет? Можно и до глубоких седин прожить как ребенок, если тебе позволит эта вселенная. Why not? Такое было практически невозможно 50 лет назад еще, да? Наверное, это связано с этим. И сейчас мы постепенно, наверное, от такой хронологической
от хронологического описания того, что происходило, будем переходить к тому, что происходит сейчас и как вообще это все можно классифицировать вообще. И можно ли вообще хоть как-то классифицировать русскую поэзию в Казахстане и вообще русскую поэзию вне России. Да? С чем мы имеем дело? Что это за зверь такой? Можем ли мы вообще говорить о некой отдельной казахстанской школе русской поэзии, да? И вот это вопросы, на которые ответов на самом деле у меня нет. Я предлагаю некоторое количество гипотез и мнений, и мне бы очень хотелось, чтобы эти гипотезы и мнения получили отклик и критику. И если эту передачу будут смотреть мои коллеги-филологи, литературные критики, исследователи казахстанской литературы, мне бы очень хотелось получить от вас фидбэк. Можем ли мы говорить о какой-либо отдельной казахстанской или хотя бы алматинской школе поэзии? Это одна из гипотез, которую я хочу озвучить. Да, мне кажется, что все-таки нет. И вот почему. Если мы говорим о начале 2000-х, да, кого мы имеем в виду, да, Марат Исенов, Канат Умарт, Грант Униянс, если мы посмотрим на их тексты, мы увидим, насколько они разные, насколько разное лежит в их основе и насколько по-разному они видят вообще принцип работы со словом. Хотя вот такое желание говорить об алматинской школе поэзии, оно возникает регулярно, и, не знаю, раз в год кто-нибудь обязательно об этом что-нибудь скажет, да. Но когда мы говорим о школах поэзии, о школах русской поэзии за пределами России, в первую очередь, конечно, мы вспоминаем Рижскую школу поэзии и Ферганскую. То есть Рижская – это, например, Сергей Тимофеев, это Артур Пунте, Семен Ханин. А если мы говорим о Ферганской, то это, конечно, в первую очередь нам вспоминаются Хамдам Закиров и Шамшат Абдулаев. Но в случае с Рижской и Ферганской школами мы имеем некоторую общность поэтик, некоторую общность взгляда. Да, это разные поэты, да, они по-разному пишут, но они пишут, исходя из очень близких эстетических установок. То есть стихи, например, Тимофеева и Пунте, при всей разности их динамики, при всем том, при разности темпераментов, да, Пунте гораздо более темпераментный поэт, чем Тимофеев, они все-таки исходят из некоторой одной эстетической установки, и, может быть, не только эстетической, но еще и связанной с географией, да, как бы это вот взгляд, вот такой холодный балтийский взгляд, да, человека, который живет возле не самого теплого моря, и который при этом ощущает себя абсолютно в Европе, да, это вот такой балтийско-скандинавский, что ли, да, и мифология, которая там закладывается, да, она очень современная, это современная европейская мифология, это не мифология древняя, да, которая используется для создания образа, да, это вполне себе мифология 20 века, это уже мифологемы, возникшие в 20 веке, мифологемы о том, что такое европейскость, что такое как бы, музыка, что такое искусство и так далее, и так далее. И можно посмотреть, как они еще работают. Да, если мы говорим о Рижской школе, то это группа «Орбита», да, нужно понимать, все, кто туда входит, там и музыканты, и это очень тесная связь вообще поэзии с музыкой, поэзии со звуком, поэзии с перформансом, как поэзия вообще выражается в звуке, в реальности, а не только на бумаге, где она там написана, да? Как звучит авторский голос и как автор репрезентует. То есть здесь общность можно найти, как и в случае, например, с Ферганской школой. Да? Там тоже присутствует эта общность взгляда и у Закирова, и у Абдулаева, и у Данила Кислова, который был в начале 90-х вместе с Абдулаевым и с Закировым. Мы можем посмотреть публикации в «Звезде Востока». Да? Там есть этот общий взгляд, которого мы не найдем вообще у казахстанских поэтов. Будем мы говорить о казахстанских поэтах начала 2000-х, да, там Канат Умарти, Грант Униянс, которых я уже называл, Эгерим Тажи.
О поэтах из середины нулевых, Иван Бекетов, Владимир Воронцов, Маша Великорийская, о поэтах, которые, они же продолжают как бы работать и до сих пор, да, как бы о поэтах, которые появились совсем недавно, буквально, да, это из тех, кого я могу назвать. Совсем недавно это не значит, что они молодые, да, как бы они, скажем так, сравнительно недавно и немного публикуются, да. То есть сравнительно недавно, например, публикуется Зоя Фалькова, да, которая все-таки принадлежит поэзию к поколению 30-летних, в первую очередь. Или, там, не знаю, совсем недавно начавший писать стихи, причем очень точные и интересные, достаточно известный прозаик Михаил Земсков. Да. Анастасия Белоусова – это выпускники моего семинара поэзии в открытой литературной школе Алматы. Анастасия Белоусова, Рамиль Ниязов, Виктория Русакова, Селина Тайсингирова, Марьям Зяи, Александр Иванков, который, я уж не помню, он проходил через Олша или нет, но безумно интересный поэт, единственный из названных мной, у которого пока нет ни одной публикации. Я не знаю, это стратегия или что, пока все это расходится по имейлам и по каким-то писательским курсам, но это поэт, выстрела которого я очень жду и надеюсь, что в ближайший год появится какая-то достаточно большая публикация, которая позволит его презентовать более-менее интересующемуся поэзией читателя. Так вот, когда мы говорим обо всех этих именах, у них ничего общего найти не получается. И вот, когда мы будем говорить об этих поэтах, между ними мы не найдем ничего общего, кроме как гражданства. Просто все они граждане Казахстана. Ничего роднящего их внутри поэтики нет. Возьмем поколение более старшее, да, Марат Исенов и Канат Амар. Два совершенно разных поэта. Если Канат работает с какими-то, причем очень интересно работает, с глубинными архаическими мифологическими образами, при этом оставаясь абсолютно современным, да, он работает с языком и со звуком его, с тем, что таится за звуком, да, какие тайные смыслы может проявить звук или два слова, поставленные вместе неожиданно. Если для каната, ну, скажем, наверное, очень важны Будетляне, да, для него очень важен Хлебников, то для Марата Есенова все будет совершенно по-другому. Для Марата Есенова важна в первую очередь, наверное, поэзия европейская и поэзия итальянских герметистов, поэзия польская, Тадеуш Ружевич. И это совершенно другие истоки человек ставит в свой фундамент, да, поэт опирается на других титанов. Мы все опираемся на титанов, но когда разные поэты опираются на разных титанов, мы не можем говорить о школе, потому что школа у них, получается, была разная. Да. Или Тигран Тунеянц, писавший тоже, да, в начале 2000-х, который опирается вообще на скорее на буддийскую, на японскую традицию, чем на русскую. Понимаете? И это совершенно иное. Возьмем нулевые, возьмем, например, Марию Великорийскую и, ну, например, Ивана Бекетова. Да? Опять же, для Марии характерна связь, если мы говорим о ее стихах, да, с одной стороны с Серебряным веком, с другой стороны с традицией европейского авангарда. И не случайно это стихи, которые часто направлены на исполнение. Это и Мария занимается перформансом, Мария занимается искусством, да, и работает как кураторка. И это вот одно. И с другой стороны Иван Бекетов, который работает, опять же, нельзя сказать, что в какой-то одной традиции, на какие-то одни вещи опирается. Если мы возьмем то, что Иван писал в 2008-2009 годах, то это будет опора, наверное, опора, опять же, наверное, на польскую поэзию, опора на французскую поэзию и на ту поэзию, которая работает вообще с возможностью
что-то сказать, вообще с возможностью языка, с возможностью передачи чего-то, да, с помощью языка. Если делать для этого некоторый там, не знаю, красивый образ, да, а, поэт, который работает на этом поле, он все время видит перед собой безязыкую бездну, без небытия и пытается с ней говорить. И вот он ходит по краю этой бездны, да, безмолвной, и там рождаются его тексты. Иван Бекетов в 2016-17 году это совершенно другое. Это работа, во-первых, вновь с силаботонической просодией, да, а не с верлибром или гетероморфным стихом. Это, это обращение абсолютное к пространству и к местности. Да? Как бы стихи Ивана в цикле «Бог должок» — это абсолютно понятное, откуда растущее произведение, да, из казахстанского именно локуса, не откуда-то еще. Это опознающиеся реалии, опознающиеся слова, формулировки и так далее. Возможно, они могут быть восприняты и в другом пространстве, но растут они именно отсюда. Или Ольга Перейдера, для которой основа метода – это именно игра со словом. И порой за этой игрой что-то может даже потеряться, да. Или, например, поэт, которого я очень хочу назвать, который не входит вообще ни в одно поколение из названных мной до этого, это Равиль Иткалиев, потому что он представитель гораздо более старшего поколения. Равилю сейчас слегка за 60, да, и это поэт совершенно своего особенного таланта и особого рационального подхода к созданию метафоры, к созданию поэтического образа. Это стихи, которые гиперрациональны, но при этом это не вызывает отторжения и не снижает эмоционального накала, который в них присутствует. Да, он тоже совершенно отдельный. И если говорить о Равиле, то, опять же, у него опору можно найти при исследовании, с одной стороны, в японской литературе, с другой стороны, в американской литературе. То есть вообще опора на американскую литературу, на европейскую литературу, на французскую, на польскую, на японскую. Пожалуй, это единственное, что по-настоящему сближает всех авторов, о которых мы говорим. Опора не только на одну национальную традицию, а на свою, да, которая тебе досталась там этнически или традиционно, но восприятие этой традиции наравне в большой череде мировых литератур. И тут я бы сказал не о школе, об алматинской или школе, казахстанской школе, а об некотором особом отношении к литературе тех поэтов, которые в Казахстане пишут на русском языке, вне зависимости от своего этноса, будь то казах, русский, уйгур, немец или поляк. Это восприятие тех культур, в которых мы выросли, а мы выросли на стыке русской и казахской культуры, да, где русская была доминирующей, равными всем остальным мировым литературам. То есть эти литературы равны английской литературе, немецкой литературе, латиноамериканской литературе, американской литературе, французской литературе. То есть они являются равноценными кирпичами фундамента, который ты можешь для себя использовать. Эта ситуация очень сильно отличается от ситуации с русскими поэтами в России, для которых русская культура часто единственная. И она, даже, я бы говорил, даже не русская культура, да, точнее, если мы говорим о поэтах, русская поэзия. То есть очень часто русский поэт моего возраста или чуть помоложе, он не воспринимает вообще никакую поэзию, кроме русской. То есть вообще. Она для него не существует. А это, на мой взгляд, путь для поэта и для поэзии достаточно гибельный, потому что если для тебя не существует других поэзий на других языках, тебе не с чем обмениваться опытом работы с языком.
Все языки устроены по-разному, все культуры устроены по-разному. И явления одного порядка в разных языках выражаются по-разному. Поэтому знакомство с другой культурой и возможность сопоставить свою культуру с другой – это очень важный элемент развития для поэта. И в этом смысле казахстанским поэтам, которые пишут на русском, очень повезло. Мы изначально оказались в той ситуации, когда русская культура равно велика любой другой национальной культуре. И изначально лишены некоторого предвзятого имперского взгляда на эту культуру, понимаешь? То есть отношение к русскому языку и русской культуре в Казахстане, да, среди тех, кто говорит и пишет на русском в Казахстане, оно совершенно иное, чем отношение к русскому языку и культуре в России. Это не язык твоей империи. Мы вообще не люди империи, уже те, кто родился, в особенности, да, в 80-х, даже в 70-х, наверное, я уж не говорю о тех, кто родился в начале 90-х или уже в начале 2000-х, 2021 год на дворе, и мы вступает на поле поколение, родившееся уже в 21 веке. Вчера еще казалось, что они дети сегодня, они уже пишут талантливые стихи, а возможно гениальные. И это прекрасно. Но вот эта вот разница, да, которую мне хотелось бы, наверное, еще раз подчеркнуть, что действительно отличает, да, русского поэта из Казахстана от русского поэта из России или из Узбекистана или из Латвии, откуда бы то ни было. Это такая, как мне кажется, важная черта, которая нас сближает. Но эта черта не позволяет говорить о школе, поскольку и эстетически, и просадически, и по тому, кого берут себе в фундамент эти авторы, они все абсолютно разные. И это, на мой взгляд, прекрасно. В подтверждение одной из моих гипотез, да, хочу сказать следующее. В 2008 году в Алматы вышел сборник такой под названием «44», через точку. 4 авторов в сборнике были мои стихи, стихи Евгении Зольцман, Равиля Айткалиева и Владимира Воронцова. 40 стихотворений 4 авторов. И в 2009, если не ошибаюсь, в журнале «Книжное обозрение» вышла рецензия на эту статью за авторством замечательного литературного критика, очень тонкого, возможно, одного из лучших литературных критиков России, Данила Давыдова. И когда Данил Давыдов писал об этой книге, он использовал очень интересную формулировку «казахские русские поэты». И вот мне кажется, что эта формулировка, она и есть наиболее точно определяющая поэта, который пишет на русском языке в Казахстане. Поэта, находящегося одновременно и внутри двух культур, потому что неизбежно ты с ними ежедневно сталкиваешься и впитываешь их, да, и они для тебя обе родные. И одновременно он находится как бы и вовне, понимая, что помимо этих двух культур существуют и другие. И эти источники могут быть не менее питательными для его творчества. И вот это определение, которое дал Данил Давыдов, казахский русский, я его сам использовал не раз и в своих статьях, мне кажется, оно, если не наиболее точное, то, по крайней мере, дающее некоторое понимание о том, что происходит с русской поэзией в Казахстане. Очень разных. Опять же, мы говорили сегодня, что поэты опираются на разные источники, строят свой фундамент по-разному. И для кого-то политическая повестка, например, становится одной из основообразующих в поэтическом тексте.
Так, например, если мы посмотрим на стихи Марии Вильковицкой, например, да, то это поэзия, которая очень тесно связана с фемдискурсом, с политическим дискурсом вообще в Центральной Азии, да, с тем, что происходит, и использует в том числе инструменты политического в поэтическом. Или, например, мы посмотрим, если на замечательный цикл стихотворений Зои Фальковой, который написан по мотивам комментариев реальных мужчин под реальным постом в интернете. Это, на мой взгляд, очень талантливая ироническая поэзия, которая как раз работает в русле феминистского дискурса и очень, действительно очень талантливо и очень эффектно показывает некоторые неприятные стороны стереотипного мышления мужского. И это очень смешно и очень грустно одновременно, да. Что еще, да, если говорить об актуальной политике, поэты казахстанские регулярно обращаются. Кстати, это явление характерное для, наверное, периода после 2008-2009 года. Если мы посмотрим на казахстанскую русскую поэзию до этого, мы почти не увидим там вообще никаких обращений к политике. То есть политика как будто не существует. Даже вот у тех авторов, которые писали тогда, ее, в принципе, так почти и не появилось. За исключением, наверное, Каната Омара, у которого есть... Ну, и Марат Исенов, он всегда обращался к исторической тематике, к исторической травме, да, как бы, но это не было актуально политическим, да, он не обращался к актуальным политическим темам, да. Вот Канат в последнее время иногда, слово не воробей, все-таки не избегает этого и не отторгает политическое из поэтического. Но в целом, если посмотреть, никакой политики в казахстанской поэзии до конца нулевых практически не было. Невозможно практически обнаружить какие-то вот единичные случаи. В 2008-2010 годах происходит разворот. Политическое полноценно входит в казахстанскую поэзию. И актуальная, именно, я именно говорю об актуальной политической повестке. Вот то, что сейчас. Это интересно, это можно отследить на примере моих стихотворений, это можно отследить на примере публикаций и Ивана Бекетова некоторых. И можно, ну не знаю, я уже говорил и о Марии Вильковецкой, и о Зое Фальковой. Я уже не говорю о совсем молодом поколении, для которого политическая это часть, это очень есть, политическая жизнь это естественная часть жизни, и она неизбежно попадает в поэзию. И это нормально, это не должно как-то пугать. Поэтическое и политическое не противоречат друг другу. Да? Главное, чтобы одно не подменялось другим, потому что тогда мы получим просто агитку, да, как бы, или получим кривую политику. Вот. Кого могу назвать из тех, кто с политической темой работает прям активно вот сейчас из молодых, это в первую очередь, наверное, Настя Белоусова и Рамиль Ниязов. Ну, господи, Ануар Дусимбинов, конечно, но это не совсем молодых, это уже мое поколение. Его политические стихотворения, они безумно талантливы. Вопрос, оторванность была ярко заметна именно в нулевые годы. И вот это тот момент, когда, грубо говоря, те, кто писал на русском в Казахстане, они находились в некоторой внутренней эмиграции, да, возможно, осознавая себя частью некоторого вот мирового такого пространства, да, которое вот вне политики, вне вот этих актуальных границ и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот поворот, который происходит в конце нулевых, да, как бы он показывает обратный процесс. То есть наоборот, что русская культура вполне себе органично существует внутри казахской, внутри Казахстана современного, и она не похожа на русскую культуру в России.
Да, как бы. А соответственно, раз мы живем в одной стране, то и политическая культура как бы становится естественной частью поэзии. Политическая культура той страны, в которой ты живешь. Ну, как-то так я на это смотрю. И вот вторая часть вопроса, которая заложена внутри этого вопроса, об утрате русской культуры, доминирующей позиции в Казахстане. Я не думаю, что русский язык и русская культура утратили доминирующую позицию. Я не знаю, вот, в какой части культуры, да, тут такой вопрос стоит. Где, да, в каких сферах. Вообще, что такое доминирующая позиция? Тоже очень интересный вопрос, да. Вот как я вижу, например, сейчас, да, я видел большой разрыв между русской и казахской поэзией, который было почти невозможно преодолеть на протяжении более чем 10 лет. Мы все время искали какие-то пути сближения, и не находилось. Не находилось, в первую очередь, не находилось авторов, с которыми можно было бы говорить об актуальном моменте, да, то есть, ну, не с союзом же писателей, ей-богу, иметь дело. Простите, Господи, это старые советские мамонты, которые скоро уже все подохнут. Ну, камон. Ну, без обид, это без личных каких-то, да, я очень уважаю многих из этих людей, кого-то не люблю, кого-то очень сильно уважаю, как бы, да, но вот союз писателей, он мамонт, который умрет, как бы, извините, все, с ним работать невозможно. А людей но Союз писателей подминал под себя все, что делалось на казахском языке. Это было все очень плохо, с этим невозможно было работать. И вот начало десятых годов уже, да, что-то поменялось. И в первую очередь для меня это связано с именем Ардака Нургазы и с фестивалем «Полифония», который мы провели, опять же, в начале десятых годов, да, где на равных была представлена и русская, и казахская поэзия. Казахская поэзия свободная, настоящая и современная. А затем появляется целая плеяда просто авторов. Это и Тилек Рызбек, и Абзал, и сейчас начинаются активные переводы с русского на казахский, с казахского на русский. И это, на мой взгляд, показатель здоровой атмосферы. Да. Вот для меня атмосфера нулевых, она была нездоровой. Когда я видел абсолютное доминирование вот, в сфере, условно говоря, там, высокой культуры, я видел абсолютное доминирование русского языка. Ну, это было напрягало, потому что, понимаешь, ты видишь, что как бы, ну, как бы, где вот оно, да, как бы, где современная поэзия на казахском, ее было сложно найти. А теперь вот она, современная на казахском есть. Интересная, переводится, работаем, общаемся, и вот это круто. Это показатель того, что, наверное, культурное поле как-то оздоровилась. И судя по тому, что я знаю о биографиях тех казахских авторов, которых я читаю, оздоровилась она в основном за счет поэтов, которые либо родились, либо учились не в Казахстане, а в Китае. То есть это те люди, которые потомки эмигрантов, покинувших Казахстан в 20-30-х годах. И это тоже очень интересно. Но это тема для какого-то отдельного исследования на самом деле, как это происходит. То есть люди, которые не поражены Советским Союзом, не поражены вот этим рабским цензурным мышлением, которое пестовалось в Союзе писателей. А разве нужен ей какой-то выход? Ну, как бы все хорошо, поэзия развивается, пишется, поэты публикуются. Говорить в 2021 году о том, что что-то где-то существует отдельно, там в Казахстане или в России, там еще где-то, ну, наверное, очень сложно. В век интернета все существует везде. Вот я сейчас, мы записываем этот ролик, я сижу в Москве, что ничуть не мешает мне быть казахстанским поэтом, да, как бы, и гражданином Казахстана. Какая разница, где я буду находиться, если то, что я делаю, связано с, ну да, как бы вот с моим опытом,
и, наверное, будет связано с какими-то реалиями, которые казахстанские. Да? Может быть, нет. Может быть, вообще поэзия – это территория свободы. Да? Что бы поэт ни делал, он волен делать что угодно в своих текстах. Другой же вопрос, как бы будет это понято или нет, будет ли это широко оценено или нет, но какая разница? Поэзию хоронят каждый год или каждые 10 лет там, на протяжении уже веков, и ничего с ней, с родимой, не происходит. Так что все в порядке, как бы. Она может пойти, если мы говорим о русскоязычной поэзии в Казахстане, да, она может пойти по совершенно другому пути, да, она может действительно вырасти в некоторую школу, может вырасти в некоторую отдельную поэзию. Язык может измениться настолько, что можно будет говорить как бы отдельно о казахстанской русской поэзии, да, вот прям вообще совсем отдельно от русской поэзии. Сейчас мы говорим все-таки о ней как некоторые с основной части русской поэзии вообще в мире, да, но язык может измениться, ну, пока не меняется, как бы нет таких радикальных изменений, о каких мы можем говорить, например, в английском языке, да, то есть возьмем британский английский, американский английский, канадский английский, австралийский английский, и, ну, разница все-таки уже существенная, да. Так что и с русскоязычной поэзией все хорошо, и с казахской поэзией все хорошо, все замечательно. Ну, а если кто-то хоронит, ну, это его уже личные проблемы. Поэзия может нести в себе такую функцию, но не обязана нести в себе такую функцию. А тут еще хорошо бы разобраться, что мы имеем в виду под терминами актуальный и современный. Там в них всегда путаются, да? Дело в том, что актуально, ну, я расскажу свою гипотезу и свою как бы, систему, в которой я размещаю эти слова. Современно – это то, что современно мне, находится со мной в одном примерно временном промежутке. Для меня современная поэзия – это то, что написано за последние, условно говоря, 40 лет. 40-50 лет, да, как бы какие-то авторы еще живы, какие-то уже нет, но это то, что я могу отследить на том промежутке, пока не было кардинальных языковых изменений. Да? Вот современное. Актуальное – это то, что актуально прямо сейчас, то, что актуализировалось. Да? Актуальным может быть стихотворение Лермонтова через 200 лет, вот сейчас сколько там, 200-200 лет не прошло, да, как бы, 100 с лишним лет после его написания может актуализироваться какое-то стихотворение. Не знаю, там, «Надменный временщик», да, как бы, а что, не актуально? Актуально. Вполне себе. Современно? Нет, не современно. Актуален ли, там, не знаю, там, кто, Пушкин? Да, может быть актуальным, может быть не актуальным. Там, не знаю, Ален Гинзберг, любой поэт, любой текст из прошлого может актуализироваться. Актуализируется не только текст из прошлого. Актуальным может быть текст и сейчас, да. Значит ли это, что он плохой? Нет, не значит. Актуальность и современность вообще никакого отношения к качеству текста или произведения не имеют, на мой взгляд. То есть современное то, что со мной соположено во времени, актуально то, что актуально в данный момент. Хорошо это или плохо, кто знает. Актуальным может быть совершенно бездарное стихотворение, например. Актуальным может быть совершенно бездарное произведение искусства. Может, может. Просто сейчас оно важно для того, чтобы показать какую-то проблему. Так бывает, что поделаешь. Вот, и в этом смысле как бы стихотворение может выступать в формой выражения некоторой социальной критики, но не обязана вообще. Социальную критику вообще лучше выражать не в стихотворной форме, а в форме, не знаю, политической деятельности. Вот прямой политической деятельности в форме, там, не знаю, создания общественного движения, партии, организации митинга, после которого будет какая-то резолюция, которая сможет как-то повлиять на социальные проблемы. Ну вот, как бы, стихи здесь дело десятое – это добрая воля поэта. Захотел он включить социальную критику в стихи? Хорошо. Не захотел – оставьте его в покое.
Нет, наверное, я бы сформулировал это по-другому, и как бы не после лирики, а параллельно лирике. А, Я в этом смысле вижу, условно говоря, поэтическую эволюцию. Вообще, как бы возьмем мировую поэзию, да, древо мировой поэзии. Нам хочется как древо нарисовать. Но это не совсем так. Это нелинейное развитие, да. Не то, что как бы вот все вот по цепочке от одного к другому двигается, как может сложиться из какое впечатление может сложиться из курса, школьного курса поэзии, да, что все вот так вот развивается. Ну, нет, не развивается. Если бы развивалось, нам был бы скучен Гомер. Мы бы, потому что он был бы заведомо хуже, чем, не знаю, Йейтс или Китс, да. Ломоносов был бы заведомо лучше, заведомо хуже, чем Жуковский там, да, или там Пушкин заведомо хуже и неинтереснее, чем Борис Слуцкий, да. Но нет, это же не так. То есть романтизм не вырастает из сентиментализма, и сентиментализм не вырастает там из классицизма и прочее. Все эти структуры литературные, языковые, лингвистические, понятийные, они существуют одновременно, просто они возникают и продолжают существовать. Да? Романтизм никуда не уходил, романтическая поэзия по-прежнему существует. Да? Сентиментализм никуда не уходил. Он существует, просто он не занимает доминирующего положения. Как и, например, классицизм тоже никуда не уходил, просто не занимает доминирующего положения. То же самое и с лирикой. Да? Как бы, ну, нет, лирика прекрасно остается лирическое стихотворение, лирический герой, как бы он никуда не девался, никуда не исчез, он существует. Другое дело, что есть стихотворения, которые для удобства мы называем там постлирическими, да. Для удобства мы говорим не лирический герой, а субъект речи, да, для удобства в некоторых текстах, да, не во всех. Тут есть поэзия такая, есть лирика, есть не лирика, да, ну, давайте назовем ее постлирикой, да. Ну да, прекрасно, вот она там существует сейчас, будет существовать, наверное, вот как если что-то возникло, ничто никуда особо-то не исчезает, и, наверное, постлирическое такое вот отношение к тексту, к субъекту речи, к субъекту высказывания тоже останется в поэзии как как один из методов создания стихотворения. Да? Нужно же помнить, наверное, нам всем, что стихотворение – это не просто восторг, да, это вдохновение. Вдохновение требует метода, вдохновение требует плана, как замечательно об этом писал в своих критических заметках Александр Сергеевич Пушкин. Вдохновение – это не что-то, что на тебя там снизошло, да, это что-то, к чему ты стремишься, чтобы какой-то процесс начался. Стихотворение требует метода. Если у тебя нет метода, ты не создашь хороший текст. Либо создашь случайно, как вот та мартышка, которая, если долго будет стучать по клавиатуре компьютера, не одна мартышка, там, по-моему, там 100 мартышек, предположим, 100 мартышек будут стучать по клавиатуре компьютера, и одна из них там напишет гениальное одностишие там, или даже двустишие, да, случайно, совершенно стохастическое. Но человек без метода гениального стихотворения не напишет. Для стихотворения это мое глубокое убеждение, что поэзия – это работа с языком. И для этой работы каждый автор, если он автор, а не графоман, должен отобрать для себя некоторое количество методов, которыми он пользуется, может быть, изучать новые методы, изобретать новые методы, почему бы нет. То есть поэзия, в основе поэзии, на мой взгляд, лежит метод.